Ну, вот на этой картине... Фу. Так, посмеялись, поплакали, выдохнули, поехали. В общем, на самом деле, эта картина посвящена моему другу. Как бы было так, что у меня было очень тяжелое время. Я переживала просто личную трагедию очень глубокую, и длилась она много месяцев, и закончилась не так давно. Вот. Но тогда я прям ощущала это очень тяжело. То есть мне казалось, что просто вообще вот я не знала, что делать. Но у меня был друг, который очень меня поддерживал на протяжении многих месяцев. Мы общались с ним, обсуждали искусство. Я рассказала ему то, что происходит, как бы вот так, как оно есть, и он очень поддерживал меня. Просто невероятно. То есть я не ожидала, что что будет так. Потому что я не могла ни с родственниками поделиться. То есть у меня вот не было поддержки. Я сама вот была один на один в этом. Дело в том, что он не сказал мне, как решить мою личную ситуацию, потому что я подчеркиваю, что она была личной. То есть спрашивать у кого-то о личном, можно и получить какой-то отстраненный совет, но есть вещи, которые человек только сам может пройти. Вот как человек сам рождается, и вот есть какие-то в жизни события, которые ты только сам проходишь. Люди могут тебе помочь, могут тебя поддержать, могут позаботиться, но не могут сказать тебе, как поступать. Вот. А он был тем человеком, который был со мной. Очень по-доброму отнесся ко мне, с большой заботой, с большим вниманием. И мы проводили много часов в обсуждении искусства, в диалогах, и это поддерживало меня тогда. А потом получилось так, что он говорит: слушай, а давай приезжай, давай увидимся уже. И мне было очень радостно вообще это услышать. Я подумала, что, возможно, сбудется моя мечта. У меня день рождения 30 декабря, 31 Новый год. И я всю жизнь мечтала о том, чтобы свой день рождения встретить не дома, а где-то в поездке или в другой стране. И эта мечта у меня лет 16. И для меня это все такое стечение обстоятельств. И так получилось, что у меня и возможность была поехать. Но это тоже была такая история, в общем. В какой-то момент я поняла, что все рушится, что не получается. Не было билетов, не было денег, еще что-то. И но потом оно раз, и я оказываюсь в пути. Вот. И, в общем, мы встретились в Праге, и просто там родились концепции. Здесь присутствует такой указующий жест со стороны мужчины, такого наставнически, да? Но это об искусстве. Это на самом деле я в связи с этими личными событиями тяжелыми, я переживала еще некоторый творческий кризис. У меня было такое ощущение, что то, что я делаю последний год, год до, что это как будто не мое. То есть эти все поиски каких-то форм, каких-то сюжетов, это все как-то тяжело шло, и как будто это не я. И тут важно сказать, что он в плане творчества мне очень помог. Он меня просто собрал. То есть эту какую-то неуверенность, эти какие-то сомнения. То есть такое ощущение, что оно раз так и сошлось, какое-то прям очень точное указание. Но это точное указание звучит так. Он сказал мне: искусство должно быть
таким, чтобы дать всем просраться. И как бы когда взрыв случается, как бы оно так и происходит. Как бы он указывает мне, вот надо так. Как бы и я понимаю, что так и есть. Вот. И как бы девушка на этой картине, которая, как ты говоришь, похожа чем-то на меня, она на самом деле сосредоточена. Она как бы головой абсолютно присутствует здесь. Она понимает, что это оно и есть. Как бы, что действительно так надо. Вот. И это происходит. Москва – это вообще город, который на самом деле нас с ним объединяет. То есть я живу в Петербурге, он живет в Праге. Но Москва – это то место, где он жил до отъезда, куда я приезжаю, с восхищением провожу там дни. Это какая-то такая точка, которая нас объединяет. И для меня это как бы два города, соединенных в один. Петербург с площадью стачек и Москва, как карта.